Друзья, приветствую вас! Это обзор рынка перед торгами. Америка вчера торговалась в плюсе. Посмотрим, будет ли корректировка сегодня в связи с тем, что конец недели и закрытие недели. Так, китайский индекс. Китайский индекс сегодня торгуется в плюсе. Вот сейчас вот уже закрытие будет площадки. Единственное, здесь какой момент. Видите, вот эта вот свечка, она может быть и разворотной. И в понедельник мы можем увидеть корректирующее движение, закрытие вот этого гэпа и снижение его на 38, на 3840. Ну и, соответственно, это будет негатив. Вот сейчас, в связи с тем, что он в плюсе, это будет поддержкой для нашего рынка, скорее всего. И для наших черных металлургов это подспорье, что Китай растет, Китай в плюсе. Так, друзья, теперь нефть. По нефти у нас сегодня ОПЕК плюс должен завершиться. Не знаю, посмотрим, они успеют, не успеют договориться. По факту, если не будет озвучено существенное снижение квот, а так оно скорее всего и будет, потому что на ОПЕКе уже основные договоренности в четверг достигли. Вот, соответственно, скорее всего, по нефти будет корректирующее движение. Ну, первая цель это вот 63, и следующая цель это 62.11, на которой мы в прошлый раз отторговались. Так, давайте еще 4-часовик посмотрим. Так, ну да, здесь по сути уже идет разворотный такой этот самый фрагмент. Вот спустились до проторгованной области первой. И здесь было бы логично вот куда-то сюда бы сходить. Ну хотя бы вот вниз этой проторговочки на 62,5. А вообще может быть он еще и спустится на 61,8 и даже вот в пределы этой проторговки. Ну посмотрим, какие новости будут. Заседание ОПЕК+, до чего они там договорятся. В зависимости от этого и движение по нефти будет. В принципе, если какое-то существенное изменение по квотам, в части увеличения квот или там какая-то политика новая волшебная по сдерживанию роста цен на нефть, то можем увидеть и движение на перехай 64,3. Но с учетом того, что сейчас конец недели и основной рост по нефти, я считаю, все-таки произошел, вышли на сильный уровень 64,5, 64,3. И, соответственно, здесь вполне как бы логично какое-то корректирующее движение. Ну, для начала 63, потом 62,5, 62,1. Я думаю, сегодня, скорее всего, будет корректирующее движение вниз по нефти. Так, друзья, вот рубль-доллар, USD Today, USD Tomorrow, прошу прощения, недельный график. Соответственно, если ориентироваться на недельный график, у нас получается, мы сейчас вот спустились, уже достигли почти сильной поддержки, которая начинается у него 63,3, чуть-чуть до нее дойти, и, соответственно, от этого значения он в любом случае, скорее всего, будет отстреливать наверх. Потому что текущий уровень цен, он вполне как на нефть, он вполне как бы соответствует именно таким значениям курса рубля-доллар. Так, если посмотрим дневной график, у нас здесь получается, у нас идет активное снижение, но это снижение, оно связано с двумя вещами. Первое, это то, что все-таки какой-то заход на наш рынок шел западных инвесторов, это раз. И во-вторых, сейчас вытряхивают физиков, которые набрали лонги по доллару. И поэтому идет такое достаточно резкое снижение. Но мы уже, если вот на дневной график смотреть, пришли по дневному графику на сильную поддержку. Это 63,7. Ну, чуть-чуть вот осталось. 63,7. Ну, может быть, еще 63,52 вот сюда вот. Там по недельному 63,3. Но 63,3, я думаю, вряд ли. То есть, вот может быть заход на 63,5. А дальше, если не будет взрывного цен роста на нефть, мы либо вот останемся здесь 1, 2, 3 дня торговаться, либо уже пойдем вот этот гэп закрывать. Потому что, во-первых, как бы сам по себе гэп – это сигнал к тому, что наиболее вероятен рост. И плюс здесь есть еще другие уровни, которые указывают, вот 64,2, например, что здесь определенные объемы проходили, которые указывают на то, что цена на ближайшее время вернется сюда. Так, но если мы смотрим 4-часовой график, у нас здесь получается
попытка разворота, разворотная формация формируется по свечам. Вот, соответственно, если она дойдет до логического завершения сегодня в первой половине дня, то первая цель движения будет 63,9 вот сюда вот. Вот. И потом, если здесь закрепится, возможно энергичное движение на 64 и 64,17. Здесь определенные уровни. Вот. Но если сегодня нефть вдруг посыпется по результатам заседания ОПЕК+, то мы сегодня вполне можем и вот этот перехай протестировать. Вот. Но я думаю, что без существенного роста цен на нефть дальнейшее движение ниже 63,5-63,7 оно маловероятно. То есть да, там есть цели на недельном графике на 63,3, но мне кажется, туда как бы заход он с очень невысокой степенью вероятности будет, потому что, судя по прошедшим объемам, уже основную массу стоп-заявок сняли по доллару. И теперь как бы вполне логично сейчас, если нефть начнет корректироваться вниз, какой-то отскок сделать корректирующий. Вот. Ну, есть прогнозы, что пойдет на 62,5, 62,3, но я думаю, такого до весны не будет. А весной, если начнутся какие-то непредвиденные обстоятельства, скорее всего, будет даже рост доллара против рубля. Так, друзья, это рубль-евро, котировка Tomorrow. Что мы здесь видим? Здесь, получается, произошло вчера снижение, то есть вот во вторник разворотная формация была после того, как определенное значение 71,2 мы отработали. Вот здесь там объемы ранее проходили, поэтому сюда дошли. И после этого, исходя из того, что укрепление рубля началось в силу ряда обстоятельств, соответственно, нас загнали сюда. Так, ну у нас получается, может оно, конечно, спуститься на 70, 51, 52, но я думаю, по евро такой ход он возможен, но его вероятность невысока. Скорее всего, вот мы либо уже отсюда начнем укрепляться, или, может быть, еще немножко спустимся, ну вот, к примеру, на 70, 62, 63. И отсюда уже пойдет укрепление. То есть, я думаю, по евро сегодня, скорее всего, будет положительная динамика. Вот, и я думаю, что она даже будет более размашиста, чем по доллару. Вот, но опять же, это все привязано к ценам на нефть. Если вдруг по результатам ОПЕК плюс нефть все-таки вырастет, что я думаю, вероятность не очень высокая, то вполне возможно, что мы увидим и движение по евро вот сюда, на 70,5. Но в любом случае, вероятность пробития уровня 70,32, 73 по евро-рубль tomorrow, я думаю, она очень невелика. То есть наиболее вероятный сценарий это вот сейчас проторговка в текущем диапазоне, это 77, 70, 87 и отскок куда-то наверх. Ближайшая цель движения это 71,08. Так, давайте 4-часовой график посмотрим. Так, ну у нас вот первая цель, она совсем рядом, это 70,83. И следующая цель движения это будет 71,1. Вот сюда вот. Но все-таки по евро здесь вот эта вот формация, она с наибольшей степенью вероятности должна наверх разрешиться. Вот. Есть, конечно, цель здесь 70,57. И, в принципе, может сходить сюда. Но вероятность вот этого процесса, на мой взгляд, она меньше, чем то, что он пойдет вот сюда наверх. Сюда, даже если кольнет на 70,57, скорее всего, будет отскок, возвращение вот в эту проторгованную область и движение наверх. По крайней мере, вот евро-рубль находится в восходящем канале, который пока не сломлен, не пробит. Соответственно, пока вот эта ситуация продолжается, у евро даже больше шансов укрепления к рублю, чем у доллара, я считаю. Так, друзья, вот по Северстали вчера началась попытка роста. Позавчера разворотная формация была. Вот, и сегодня на фоне того, что по Китаю
позитивное закрытие будет вполне как... Так, давайте посмотрим 4-часовой график. Ну да, 4-часовой график указывает, что вот здесь, ну вот эта цель, она в ближайшее время, скорее всего, будет отработана. Она совсем рядышком находится, 885. И, соответственно, следующая цель для закрытия это 891. Вот. Ну, если вдруг, что я думаю в меньшей степени вероятно, будет откат вниз, соответственно, пробой 869 поведет на тестирование 860. Ну, если пробьет на растущем объеме. Но сегодня, я думаю, больше вероятность движения вот сюда вот наверх. 885 и 890 с половиной. Скорее всего, пойдет вот куда-то сюда. Вот. Ну и в идеале, если начнется эйфория на открытие Америки, но это, правда, маловероятно, то следующая цель движения это вот 896 и 907. Но я думаю, сегодня маловероятно достижение этих целей. Скорее всего, сегодня где-то вот в этом диапазоне мы поторгуемся по Северстали. Ну, возможен откат краткосрочный сюда. И вероятность того, что пойдем к нижней границе и пробивать, я думаю, она меньше, чем то, что будем торговаться вот в этом диапазоне 875-887. Так, друзья, и вот по ВТБ у нас не дошли мы вот до этой консолидации сюда, не допадал он до сильного уровня. Остановился на 44 255. Начался рост. Вот. Если сегодня нефть удержится или чуть-чуть подрастет, не обвалится, то, соответственно, ближайшая цель движения у нас, скорее всего, на 45 560. Если будем в рейнже по нефти, по Америке торговаться, то так и останемся вот в этом диапазоне 44 730, 44 085. И, соответственно, если нефть начнет корректироваться, то, скорее всего, будем тестировать вот эту нижнюю границу 44 030 и пытаться вот в этот диапазон все-таки сходить 43 56, 42 665. Но это все, друзья. Спасибо за внимание.